В бескрайних просторах Тихого океана, где лазурное небо сливается с темными водами в загадочном танце бесконечности, промысловое судно «Морская надежда» упорно боролось с волнами 14-й день подряд. Капитан Джим Таварес, потомок датских мореплавателей, с убеленными сединой висками и глазами цвета штормового моря, неподвижно стоял у штурвала. Его мозолистые руки, покрытые старыми шрамами, крепко держали потертую рукоять, пока в голове проносились мысли о рискованном решении, которое завело их так далеко от привычных рыболовных мест. Первая неделя выдалась настолько тяжелой, что даже опытные моряки начали сомневаться в успехе предприятия. Сети, которые они раз за разом забрасывали в темные воды, возвращались почти пустыми, словно океан решил испытать их терпение и стойкость. Остин Уилсон, молодой механик с золотыми руками и мечтательным взглядом, каждый вечер проводил долгие часы в машинном отделении, пытаясь выжать максимум эффективности из старых двигателей. Его расчеты расхода топлива становились все более тревожными, а морщина между бровей все глубже. Старший помощник Ларс Эллер, человек, знавший море как свои 5 пальцев, часами стоял на палубе, вглядываясь в горизонт. Его потрепанная трубка, передававшаяся в семье из поколения в поколение, почти не гасла, окутывая его силуэт облачком душистого дыма. Каждый пустой заброс сетей болью отзывался в его сердце. Дома ждала семья, а младшая дочь Мария мечтала о медицинском образовании. Как он мог вернуться к ним с пустыми руками? Корабельный кок Крис Летанг, проведший на море больше лет, чем некоторые члены команды прожили на свете, тщательно пересчитывал запасы провизии. Его морщинистое лицо, обветренное всеми ветрами 7 морей, становилось все более озабоченным с каждым днем. Он готовил все более экономные порции, стараясь растянуть припасы, но понимал, времени у них становится все меньше. Молодой матрос Логан Томпсон, чьи предки никогда не видели моря, но чья душа необъяснимым образом тянулась к водной стихии, проводил свободные минуты, записывая в потрепанный дневник свои наблюдения. Его тонкие пальцы, огрубевшие от морских канатов, старательно выводили строчки о каждом дне их непростого путешествия. На 7-й день плавания капитан Таварес собрал команду в тесной каюте. Лица моряков были серьезны. Все понимали, что предстоит принять судьбоносное решение. Карты, разложенные на столе, показывали опасный маршрут к дальним районам океана, где редко появлялись рыболовные суда. Риск был огромен. Малейшая поломка вдали от судоходных путей могла стать фатальной, но альтернативы практически не было. Крис, поставив перед командой последние чашки крепкого кофе, покачал головой. «Это безумие, капитан. Там, куда вы хотите идти, океан не прощает ошибок». Но даже в его голосе слышалось понимание. Иного выхода действительно не оставалось. Топливные баки были наполовину пусты, запасы продовольствия таяли, а возвращение с пустым трюмом означало не только финансовый крах, но и потерю лицензии на промысел. Штурман Густав Форслинг, молчаливый норвежец, прокладывал новый курс. Его пальцы уверенно двигались по карте, отмечая опасные места и возможные убежища на случай шторма. Его опыт подсказывал, что время года благоприятствует их безумной затее. Сезон тайфунов еще не начался, а течения должны были помочь сэкономить топливо. 9-й день пути начался как обычно. С серого рассвета и соленых брызг на палубе. Никто не мог предположить, что именно он станет поворотным в их судьбе. Около полудня вперед смотрящий Райан Строум, чье орлиное зрение было легендой среди рыбаков, заметил необычное волнение на поверхности воды. Через несколько минут все на борту уже понимали. Они наткнулись на гигантский косяк тунца. Первый заброс сетей едва не закончился катастрофой. Лебедки скрипели и стонали под тяжестью улова, грозя сорваться с креплений. Остин Уилсон, спустившись в машинное отделение, лично контролировал работу каждого механизма. Его руки летали над приборами, регулируя подачу масла и охлаждение двигателей, пока наверху команда боролась с небывалым уловом.
Палуба быстро превратилась в серебристое море извивающихся рыбьих тел. Эллер командовал погрузкой. Его громкий голос перекрывал шум волн и крики чаек, которые словно из ниоткуда появились над судном. Каждый член команды работал на пределе сил, понимая, такой шанс выпадает раз в жизни. 2 дня превратились в бесконечный круговорот забросов и подъемов сетей. Мускулы горели от усталости, руки были стерты в кровь даже через перчатки, но никто не думал об отдыхе. Крис едва успевал готовить еду, которую моряки проглатывали прямо на палубе, не отрываясь от работы. Его пряный плов с морепродуктами, обычно вызывавший восторг команды, теперь поглощался механически, лишь бы поддержать силы. Величественные киты, появлявшиеся неподалеку от судна, казались древними стражами океана, благословлявшими труд рыбаков. Их мощные фонтаны взмывали в небо, создавая радуги в лучах послеполуденного солнца. Логан, несмотря на изнеможение, не забывал делать записи об этих встречах, понимая, что когда-нибудь они станут драгоценными воспоминаниями. Когда последний трюм был заполнен до отказа, капитан Таварес отдал долгожданную команду ложиться на обратный курс. Изможденная команда воспряла духом. Теперь их ждал дом, горячий душ и объятия близких. Однако океан решил преподать им последний урок смирения. Путь к берегу преградила неистовая буря, появившаяся так внезапно, что даже опытные метеорологи не успели ее предсказать. Черные облака, похожие на морских чудовищ, заволокли небо. Волны высотой с 3-этажный дом обрушивались на судно с яростью, от которой содрогался весь корпус. Ветер выл, как 1000 голодных волков, пытаясь сорвать все, что не было намертво прикручено к палубе. Таварес, не отходивший от штурвала 18 часов подряд, принял единственно верное решение — уходить на север, огибая эпицентр шторма. Это означало лишние сутки пути, но любая попытка пробиться напрямик могла стоить им жизни. Густав Форслинг, побледневший, но собранный, непрерывно корректировал курс, высчитывая поправку на снос судна чудовищным ветром. Запасы пресной воды подходили к концу, но сама природа пришла им на помощь. Во время шторма им удалось собрать несколько бочек дождевой воды. Команда экономила каждую каплю, мечтая о возвращении домой. Когда шторм, наконец, остался позади, морская надежда упрямо продолжила свой путь домой. Каждая миля давалась с трудом. Усталость экипажа достигла предела, запасы топлива были на исходе, а двигатели работали из последних сил. Остин Уилсон практически поселился в машинном отделении, лично контролируя работу каждого агрегата. И вот, наконец, на горизонте показалась тонкая полоска земли. Измученные моряки уже предвкушали встречу с родными, когда внезапно Логан, стоявший на вахте, заметил необычное волнение на воде. Вглядевшись внимательнее, он увидел дельфина, но что-то в его движениях казалось неправильным, будто прекрасное создание вело отчаянную борьбу с невидимым врагом. Взглянув в бинокль, он похолодел. Тяжелая рыболовная сеть намертво оплела хвост дельфина, и каждое движение животного только сильнее затягивало петли. Дельфин явно выбился из сил, пытаясь освободиться, и отстал от своей стаи. Его движения становились все более вялыми, явный признак того, что силы были на исходе. Капитан Таварес, узнав об этом, не колебался ни секунды. Несмотря на изнеможение команды и близость долгожданного берега, он отдал приказ о развороте судна. Каждый на борту понимал, это означает еще несколько часов задержки, но никто не проронил ни слова протеста. В их неписанном морском кодексе помощь попавшему в беду была законом, независимо от того, человек это или животное. Маневрирование рядом с отчаявшимся дельфином заняло почти час. Волны и течения усложняли задачу, но опытная команда методично выполняла указания капитана. Наконец, после нескольких попыток, им удалось аккуратно поднять измученное животное на борт с помощью собственной сети. Остин и Ларс, самые сильные члены команды, осторожно удерживали дельфина, пока Крис, обладавший самыми ловкими руками благодаря годам работы с острыми ножами на камбузе, медленно и методично разрезал путы.
Каждый виток сети мог скрывать опасные повреждения, поэтому работать приходилось с предельной осторожностью. Логан тем временем поливал кожу дельфина водой, не давая ей пересохнуть. Постепенно дельфин, казалось, понял их намерение и перестал сопротивляться, позволяя людям делать свою работу. Его умные глаза внимательно следили за движениями Криса, и время от времени он издавал тихие щелчки, словно комментируя происходящее. Райан, державший наготове аптечку, заметил, что в этих звуках нет страха, только любопытство и, возможно, надежда. Когда последний обрывок сети был удален, вся команда тщательно осмотрела животное на предмет ранений. К всеобщему облегчению, кроме нескольких незначительных царапин, серьезных повреждений не обнаружилось. Густав Форслинг, в молодости изучавший морскую биологию, подтвердил: дельфин полностью здоров и готов вернуться в родную стихию. Открыв боковой люк, команда помогла дельфину соскользнуть обратно в океан. То, что произошло дальше, навсегда останется в памяти каждого члена экипажа. Освобожденное животное не уплыло сразу, а начало выпрыгивать из воды рядом с судном, демонстрируя удивительную грацию и силу. Его прыжки были наполнены такой неудержимой радостью и свободой, что даже самые суровые моряки не могли сдержать улыбок. Почти час дельфин сопровождал судно, то уходя под воду, то вновь появляясь с фонтаном брызг, словно говоря спасибо каждому члену команды. Райан с его острым зрением заметил, что к одиночному дельфину постепенно начали присоединяться другие. Похоже, что семья, наконец, нашла его. Измученная команда «Морской надежды» понимала, что только что стала свидетелем чего-то по-настоящему особенного. Густав Форслинг негромко произнес старую норвежскую поговорку о том, что доброта к морю всегда возвращается. В этот момент каждый из них чувствовал себя не просто рыбаком с богатым уловом, а частью чего-то большего, бескрайнего океана, где человеческое сострадание способно творить настоящие чудеса. И пока «Морская надежда» медленно разворачивалась к берегу, последние лучи заходящего солнца окрасили морскую гладь в пурпурные тона, словно сама природа прощалась с людьми, доказавшими, что в их сердцах есть место не только для тяжелого труда, но и для искренней доброты. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.